Всем привет, меня зовут Анастасия, добро пожаловать ко мне на канал. Очень убедительная просьба мужчин на этом этапе завершить просмотр этого видео, потому что оно предназначено только для девочек. Перед тем, как я начну, прошу вас посмотреть сначала первую часть, в описании оставлю ссылочку, а потом уже перейти к этому видео, ко второй части, тогда вам будет более понятна вся эта тема целиком. Самый распространенный способ удаления волос в интимных местах – это восковая эпиляция. Она делается в любом салоне красоты. Бывает воск натуральный, пчелиный, кажется, так он называется. Бывает искусственный. Еще делают шугаринг. Это сахарная эпиляция. Но она, к сожалению, подходит не ко всем, потому что у многих она вызывает аллергию. Я тоже пользуюсь восковой эпиляцией. Хожу к девочке в салон. Последнее время, последний месяц меня прям замучил цистит. И мне доктор посоветовал купить отдельную свою баночку с воском и со своей баночкой ходить в салон. Сейчас я вам объясню, почему. В салоне красоты стоит примерно вот такая банка. Она нагревается, она стоит абсолютно для всех. И меняется только одна палочка для нанесения. И вы только представьте, все женщины разные, кто-то чистоплотный, кто-то нет. И она, в общем, этой палочкой наносит, проходит по письке, а потом зачерпывает обратно в банку. И так представьте, сколько в день проходит писек. И, в общем, договорилась я после этого с этой девочкой, с парикмахером, и хожу теперь со своей банкой. Я, кстати, общалась со многими врачами по поводу восковой эпиляции подмышками. И врачи сказали, что подмышками нежелательно вот этим дерганием делать восковой эпиляции, а желательно либо бритвой, либо какими-то другими способами. Но у меня есть машинка-депилятор, которая штучно-штучно так тык-тык-тык и выдергивает. Кстати, видела здесь в новостях в турецких, что турецкий доктор, женщина, объясняла там прям со всеми эмоциями, что девочке восковой эпиляцией пользоваться не нужно, потому что растягиваются половые губы, и со временем они станут висячими. Это, конечно, полнейший бред и такой же миф, как ходит по народу, что после естественных родов половые губы женщины, как в простонародье говорят, аплодисменты, так мне не нравится это слово, и, в общем, вытягиваются. Но я хочу сказать по себе. Я родила 2 детей естественным путем и пользуюсь восковой эпиляцией больше 10 лет. И такой аномалии, я вам скажу честно, у себя я не замечала. А вообще это, конечно же, генетика, строение и личные свойства кожи. И молодые девчонки наслушаются всякой вот этой херни, в общем, у меня больше нет других слов, и не хотят рожать самостоятельно и идут на кесарево. Как психолог я против кесарево сечения, я только за естественные роды. Это полезно как для женщины, так и для малыша, если, конечно же, нет для этого веских причин и показаний врачей. И, кстати, о родах в Турции и об этих всех интересных моментах у меня есть подробное видео. В описании оставлю ссылочку, заходите, смотрите. Когда я была беременная и начал уже выступать живот, и я боялась делать восковую эпиляцию. Все-таки это дергание, вот это, ну, мало ли, я, в общем, такая щепетильная в этом вопросе. И мне нужно было найти какую-то растительную, натуральную замену, альтернативу. И одна подруга моя с деревни, турчанка, мне посоветовала очень классное средство. Натуральный растительный порошок, и называется он здесь хамам-оту. Кстати, этот хамам-оту очень хорошо подходит еще для деток. Девочки, которые только-только начали созревать, и у них еще кожа не созревшая, волос, в общем, волосок этот как пух. И очень хорошо подходит вот этот хамам-оту. Он разводится как кашица, наносится на кожу, и через 10 минут ее просто смываешь водой, и вообще идеально. Не травматизирует кожу, ничего, в общем, очень рекомендую. В Турции очень хорошо делают пластику интимных мест. Урезают, ушивают. Это еще один очень популярный метод. Кстати, хочу посоветовать женщинам, у кого есть проблемы с недержанием мочой, не нужно это терпеть, не нужно ждать, когда это пройдет.
Это, кстати, частая проблема женщин 50 с плюсом. Это тот случай, когда я всегда удивлялась над женщинами, которые чихают и держат письку. На самом-то деле это очень неприятная проблема. У меня здесь турчанка была, соседка, она ей 65, и она ходила с памперсами. То есть дома она постоянно менялась, а уже в гостях она обязательно ходила в памперсе. Потом она наконец-то решилась пойти на операцию. Сейчас она ходит очень счастливая и говорит, какая я была дура, все это терпела и не сделала это раньше. Кстати, гинекологи-мужчины в Турции никогда не остаются один на один с пациенткой в кабинете. Там обязательно присутствует девочка-секретарь, либо помощница. Потому что закон женщин в Турции очень хорошо работает, и вдруг там какой-либо женщине-пациентке чего-либо там не почудилось, не показалось. В общем, о законах Турции в описании оставлю ссылочку, заходите, смотрите полное видео. В частных клиниках доктор сам делает осмотр, а в государственных клиниках доктор просто выписывает и читает ваши результаты, а осмотр делает его помощница медсестра. И аборт, кстати, в Турции делается только с разрешением мужа. А я уже не раз слышала разных блогеров, которые рассказывали о том, что русскоязычные девушки, русские, белорусские, украинки, в общем, не ругайте меня строго, любят ночью в своей кровати спать нагишом, то бишь без пижамы. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, правда ли это, и потому что я выросла в Средней Азии, и у нас такой культуры нет. У нас есть культура пижамы, чуть подлинней, по закрытии, в общем. И турчанки, кстати, тоже спят в пижамах. Здесь очень большой выбор пижам, как шортиков, коротеньких, таких, сяких, в общем, очень большой выбор. Я такого выбора пижам, честно говоря, нигде не видела. И, кстати, знали ли вы, что в турецких хамамах пользуются исключительно оливковым мылом? А здесь очень большой и разнообразный выбор оливкового натурального мыла. А если кто хочет приобрести себе органически чистое натуральное мыло на оливковом масле, то вы можете ко мне зайти в Инстаграм. Я готовлю оливковое мыло на оливковом масле. Кто меня знает, давно смотрит. У нас своя оливковая плантация, и у нас свои оливки, оливковое масло. И поэтому я решила заняться этим искусством, можно так сказать. Вот такое медово-оливковое мыло я наварила. Оно должно постоять где-то недели 4, только потом оно будет пригодное для использования. А это у меня заказы на Новый год. Вот в таких упаковочках. Вот такая, в общем, красота. И у меня здесь и склад. А лично от меня хочу поделиться с вами секретом, как держать лицо свое в тонусе и не стареть. Беру такую турку для кофе. Сюда я положила кекик, положила мяту и положила ромашку. Ромашку я сама собираю. Ну, где-то все по чайной ложке. Сюда где-то у меня помещается 1 стакан воды, 200 миллилитров. Поставлю на огонь и буду немножечко минут 5 варить его после закипания. Нужно это процедить и хорошо остудить. Наш отвар остыл. Я иногда делаю формочки для льда, но там приходится брать руками. Руки, в общем, замораживаются, не очень-то приятно. И мне подруга подсказала вот кофейные стаканчики. И поставим в морозильник. Вот такая ледышечка у нас получается. Берем, в общем, стаканчик наш и вот так его просто обрываем. Встаем утром, в общем, и вот такими вот движениями мы это все мажем. Наша кожа входит в шок. Ну, там по-научному мне моя подруга объяснила, косметолог. Я вам так не объясню. И, в общем, вот это все промазываем. И все. И вот в таком же состоянии ее обратно засовываем в морозилку. И до тех пор, пока мы ее всю не вымажем. Я всегда за натуральность, и если нет, конечно, медицинских показаний.
Мои дорогие женщины, следите за собой и оставайтесь всегда здоровыми и красивыми. Не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео со своими подругами.